Ай-ай, или мадагаскарская руконожка – это не только один из самых редких, но и самых необычных приматов на планете. Его внешний вид напоминает персонажа из фильма ужасов. Огромные светящиеся глаза, лысая морда, черная шерсть и длинные тонкие пальцы. Самый выдающийся из них – средний палец, который служит многофункциональным инструментом. Ай-ай использует его для поиска пищи. Он стучит пальцем по деревьям, создавая звуковые вибрации, чтобы находить пустоты, где скрываются личинки. Затем он выковыривает насекомых, словно хирург, демонстрируя невероятную точность. Интересно, что ай-ай считался вымершим до 1957 года, пока его не обнаружили снова. Однако и сейчас этот удивительный примат находится под угрозой исчезновения. Многие жители Мадагаскара считают его символом несчастья и убивают при встрече, что еще больше сокращает его популяцию. Звездонос. Звездонос, обитающий в Северной Америке, выглядит как существо из научной фантастики. Его морда украшена 22 мягкими пальцами, которые невероятно чувствительны к прикосновениям. Эти пальцы содержат более 25 тысяч рецепторов, что делает звездоноса настоящим мастером осязания. Этот крот использует свою звездную морду для поиска пищи под землей. Он настолько быстро обрабатывает информацию, что способен идентифицировать и съесть добычу за доли секунды. Звездонос – один из немногих млекопитающих, которые могут чувствовать электрические поля добычи, что дает ему преимущество в охоте даже в полной темноте. Несмотря на свой необычный вид, звездонос выполняет важную экологическую роль, аэрируя почву и контролируя популяции насекомых. Паку. Пресноводная рыба – родственная пиранья, но с абсолютно уникальным набором зубов. Эти зубы выглядят пугающе похожими на человеческие, что делает паку одной из самых странных рыб в мире. Паку питается не только растительностью, но и орехами и плодами, которые падают в воду. Ее зубы идеально подходят для дробления твердой пищи. В родных водах Амазонки паку считается важным звеном в экосистеме, помогая распространять семена растений. Однако ее завезли в другие регионы, где она стала инвазивным видом. Из-за своих размеров паку может вырастать до 3 футов в длину и весить до 55 фунтов. Эта рыба иногда пугает местных рыбаков. Появлялись слухи о том, что паку может нападать на людей, но это лишь миф. Свинья с клыками, которые растут в черепе бабируса, что в переводе с индонезийского означает «олень-свинья», обитает на островах Индонезии. Ее клыки выглядят так, словно это творение фантазии. Верхние клыки самцов растут вверх, иногда пробивая кожу и изгибаясь в сторону черепа. Если они не изнашиваются естественным образом, то могут буквально врастать в череп животного. Эти клыки выполняют роль оружия в драках за самок, а также являются символом силы. Самцы с большими и красивыми клыками привлекают больше внимания самок. Бабируса предпочитает болотистую местность, где питается плодами, корнями и листьями. Это животное настолько необычное, что долгое время считалось мифическим, пока его не описали ученые. Земноводный мастер регенерации аксолотль – это живое чудо природы, обитающее в озерах около Мехико. Этот вечный подросток сохраняет черты личинки на протяжении всей жизни, что называется неотенией. Его жабры выглядят как перистые венчики, делающие его внешность еще более фантастической. Но главная особенность аксолотля – это способность регенерировать почти любые части тела. Утрата лапы, хвоста или даже части сердца – не проблема. Аксолотль восстанавливает повреждения без шрамов, что привлекает внимание ученых, исследующих регенерацию. К сожалению, аксолотль находится на грани исчезновения из-за загрязнения и разрушения его среды обитания. Тем не менее, он широко разводится в аквариумах, благодаря чему его популяция пока сохраняется. Ящерица с воротником. Плащеносная ящерица, обитающая в Австралии и Новой Гвинее, получила свое название благодаря огромному воротнику, который раскрывается вокруг ее головы в случае опасности. Этот эффектный плащ помогает отпугивать хищников, создавая впечатление, что ящерица в 2 раза больше, чем на самом деле. Ее воротник раскрывается за счет хрящей, которые при необходимости растягивают кожу. Когда плащеносная ящерица чувствует угрозу, она не только раскрывает свой воротник, но и встает на задние лапы, издавая шипящие звуки. Однако, если угрозу не удается отпугнуть, эта ящерица предпочитает спасаться бегством. Она может бежать со скоростью до 30 миль в час, поднимая пыль на своем пути. Единорог из джунглей Саола, также известная как азиатский единорог, была открыта учеными лишь в 1992 году в лесах Лаоса и Вьетнама. Это одно из самых редких и загадочных животных на Земле. Саола выглядит как антилопа, но ее уникальные длинные прямые рога и белые отметины на морде придают ей сказочный вид. Из-за своей скрытной натуры и обитания в труднодоступных джунглях Саолу практически невозможно увидеть в дикой природе. Ученые смогли собрать лишь несколько фотографий и описаний. К сожалению, из-за браконьерства и вырубки лесов популяция саолы находится под угрозой. Ее редкость и загадочность сделали ее настоящей легендой среди зоологов. Попугай, который не умеет летать.
Какапо — это удивительный ночной попугай из Новой Зеландии. Его главная особенность — полная неспособность летать. Этот крупный попугай весом до 9 фунтов больше напоминает наземную птицу, чем типичного пернатого. Какапо активен только ночью, а днем предпочитает прятаться в укромных местах. Его передвижения ограничиваются прыжками и короткими пробежками, что делает его легкой добычей для хищников. Но у какапо есть сильное оружие. Его уникальный аромат, напоминающий запах цветов, привлекает других какапо во время брачного сезона. Сегодня какапо находится на грани вымирания. Все оставшиеся попугаи находятся под строгой охраной на специальных заповедных островах. Гигантский океанский скат манта или морской дьявол, то это гигантский скат, который может достигать в размахе плавников более 23 футов. Несмотря на свои внушительные размеры, мантой можно только восхищаться, так как она совершенно безвредна для людей. Эти грациозные существа медленно порхают в воде, словно огромные птицы, питаясь мелким планктоном. Манты часто собираются в группы, чтобы плавать вместе, создавая зрелище, от которого невозможно оторвать взгляд. Интересно, что манты обладают одним из самых крупных мозгов среди рыб, а их поведение демонстрирует высокий уровень интеллекта. Они могут запоминать места и даже узнавать свое отражение в зеркале, что является редкостью в животном мире. Странный кабан. Палаванский бородавочник – это редкий дикий кабан, обитающий исключительно на Филиппинских островах. Его внешний вид вызывает восхищение и удивление. Бородавочник имеет большие загнутые клыки, которые выходят изо рта и придают ему поистине уникальный облик. Эти клыки не только помогают бородавочнику защищаться от хищников, но и играют важную роль в брачных ритуалах, демонстрируя силу и статус самца. Интересно, что у этих кабанов на морде есть жесткие бородавки, которые служат природной защитой во время боев. Палаванский бородавочник предпочитает лесные районы, где он питается фруктами, корнями и мелкими животными. К сожалению, из-за утраты среды обитания и охоты численность этих животных продолжает сокращаться. Гигантская рыба. Амазонки арапаима, обитающая в реках Амазонки, считается одной из самых крупных пресноводных рыб в мире. Она может достигать длины более 10 футов и весить до 485 фунтов. Ее массивное тело покрыто чешуей, которая настолько прочная, что способна выдерживать укусы пираний. Уникальность арапаимы заключается в ее способности дышать как через жабры, так и через легкие. Это позволяет ей выживать в воде с низким содержанием кислорода, что часто встречается в Амазонке. Эта рыба играет важную роль в экосистеме реки и традиционной культуре местных жителей, которые ловят ее как источник пищи. Однако из-за чрезмерного вылова арапаима стала редкостью в дикой природе. Пушистый любитель фруктов кинкажу, также известный как медовый медведь, это ночное млекопитающее из Центральной и Южной Америки. Несмотря на свое прозвище, он не имеет никакого отношения к медведям. Этот пушистый обитатель лесов выглядит как смесь кошки и обезьяны, а его длинный хвост используется как пятая конечность для лазания по деревьям. Кинкажу обожает фрукты и мед, который он добывает, засовывая свой длинный язык прямо в ульи. Он играет важную роль в экосистеме, распространяя семена растений после еды. Интересно, что кинкажу довольно общителен и издает звуки, напоминающие свист, лай и даже мурлыканье. Несмотря на миловидность, это дикое животное, и попытки содержать его в домашних условиях часто заканчиваются неудачно. Животное в броне панголины — это удивительные млекопитающие, покрытые чешуей, которая защищает их от хищников. Когда панголин чувствует угрозу, он сворачивается в шар, превращаясь в неприступную броню. Эти животные обитают в Азии и Африке, где они ведут ночной образ жизни, питаясь муравьями и термитами, которых ловят с помощью своего липкого длинного языка. Их чешуя состоит из кератина, того же вещества, из которого сделаны наши ногти, но ее сила сравнима с броней. К сожалению, панголины являются одними из самых нелегально торгуемых животных в мире. Их чешуя используется в традиционной медицине, а мясо считается деликатесом, что привело к резкому сокращению популяции. Мартышка-подушка. Мартышка-подушка или Макурасару — это мифическое существо, появляющееся в японских легендах. Согласно преданиям, это странное животное размером с небольшую обезьяну, которое подкрадывается к людям, спящим на открытом воздухе, и заменяет собой их подушки. Говорят, что мартышка-подушка оставляет после себя мягкий и комфортный сон, но те, кто сталкивался с ней, никогда не могли найти ее на утро. Ее внешний вид описывают как маленькое пушистое существо с длинными ушами и большой улыбкой. Хотя мартышка-подушка является вымышленным существом, ее образ продолжает вдохновлять японскую культуру, от сказок до иллюстраций в книгах.
Мифический морской змей Крокотау – это легендарное морское существо, упоминаемое в мифах различных народов. Его описывают как гигантского змея или дракона, который обитает в глубоких океанах. Согласно легендам, Крокотау может вызвать бури и цунами, просто взмахнув своим хвостом. Его тело покрыто чешуей, сверкающей как металл, а глаза якобы светятся в темноте, пугая моряков. Некоторые описания приписывают Крокотау невероятную длину – до 300 футов, что делает его самым огромным существом в мифологии. Хотя это существо считается вымышленным, его образ остается популярным в фильмах, книгах и играх, поддерживая легенду о гигантах морских глубин. Самый сильный орел в мире гарпия – одна из самых крупных и мощных хищных птиц на планете. Этот орел, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки, впечатляет своими размерами. Размах его крыльев достигает 7 футов, а когти – длины человеческой руки. Гарпия охотится на крупных животных, таких как обезьяны и ленивцы. Она способна схватить добычу весом до 17 фунтов и унести ее в полете. Ее массивные когти, по прочности сравнимые с когтями гризли, позволяют легко удерживать добычу. Несмотря на свой внушительный вид, гарпия находится под угрозой из-за вырубки лесов и охоты. Однако она остается символом силы и выживаемости в дикой природе. Морская корова. Дюгонь или морская корова – это редкое морское млекопитающее, обитающее в теплых прибрежных водах Индийского и Тихого океанов. Эти крупные животные могут достигать длины до 10 футов и весить до 1000 фунтов, но несмотря на свои размеры, они полностью травоядные и питаются морской травой. Интересно, что дюгонь считается источником вдохновения для мифов о русалках. Моряки, видевшие их издалека, принимали этих животных за загадочных женщин из глубин океана. К сожалению, из-за загрязнения океанов, охоты и сокращения мест обитания популяция дюгоней значительно уменьшилась. Сегодня они охраняются международными законами, чтобы предотвратить их исчезновение. Древний родственник броненосца Глиптодон – это гигантское вымершее животное, которое напоминало огромного броненосца. Эти существа обитали в Южной Америке около 10 тысяч лет назад и могли достигать длины до 11 футов, а вес их тела превышал 2 тонны. Их огромная раковина служила защитой от хищников, а мощный хвост использовался для обороны. Глиптодоны жили в саваннах и лесах, питаясь растительностью. Ученые считают, что их исчезновение связано с изменением климата и охотой со стороны первых людей. Несмотря на то, что Глиптодон вымер, его образ вдохновил многих современных художников и исследователей, став символом древнего мира. Яйцекладущая млекопитающая эхидна, обитающая в Австралии и Новой Гвинее, является уникальным существом, сочетающим черты млекопитающих и рептилий. Она откладывает яйца, но при этом кормит своих детенышей молоком. Ее тело покрыто острыми иглами, которые защищают от хищников. Интересно, что эхидна способна обнаруживать электромагнитные сигналы насекомых под землей, благодаря чему находит пищу даже в самых труднодоступных местах. Эти животные играют важную роль в экосистеме, перекапывая почву и способствуя ее аэрации. К сожалению, популяция эхидн сокращается из-за разрушения мест обитания и нападений хищников, таких как лисы и собаки. Родственник жирафа акапии или лесной жираф обитает в тропических лесах Демократической Республики Конго. Это животное обладает уникальной полосатой окраской на ногах, напоминающей зебру, но при этом ближайшим его родственником является жираф. Акапи питается листьями и побегами, используя длинный язык, который может достигать 14 дюймов. Этот язык помогает ему дотянуться до самых высоких веток и даже очистить собственные уши. Из-за своей скрытной натуры и охоты на него, акапи находятся под угрозой исчезновения, что делает их одним из самых редких животных в мире.